Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина хочет вас увидеть? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личные расклады и на диагностику негатива телефон под видео. Ой, какой вы правдолюб! Знаете, вы такой активный, вы вообще по жизни очень активный. Обычно такие люди по молодости вытворяют, конечно, чудеса разные. И в компаниях вы тусили, да, и кулаками махали, может быть, по молодости, да, вот именно с друзьями, там, как это раньше было, да, вот компания на компанию шли и, конечно, творили чудеса, махали ручками, ножками. Обычно такие люди, они очень любят спорт. Вы не исключение, да. Ну, помним, конечно же, что это общий расклад, поэтому проиграется, конечно, может не у всех. Но, тем не менее, вы сейчас кто-то любите спорт, ним занимаетесь. Я не скажу, что, конечно, вы там, как в молодости, можете руками махать и ногами. Но, тем не менее, для поддержания тонуса, для поддержания там тела, фигуры, для какой-то подтянутости, вы сейчас можете, там кто-то подтягивается, отжимается, кто-то там, я не знаю, штангу, может быть, таскаете. Ну, то есть, такие моменты могут быть. А по молодости однозначно есть среди вас такие, которые любили, ну, то ли это связано, знаете, вот единоборство, да, это могут быть еще, кстати, плавание, кто-то из вас есть, что любят плавание, умеют довольно хорошо плавать, может быть, даже участвовали в соревнованиях. Вы вообще такой человек, который любите быть первым. Вы любите чувствовать себя победителем. Ну, во-первых, это, конечно же, истинно мужская такая черта. Это скорее даже инстинктивно у вас происходит. Вы любите побеждать, да? Никто не любит быть побежденным, там, когда тебя опустили, ты там где-то на 5-10 месте. Вы не угомонитесь, пока своего не добьетесь. Вот я должен быть первым. Это касается всего по жизни. И завоевания женщин, и спорта, и в работе, где бы вы ни были. Вот вы должны быть лучшим. Это, возможно, даже с детства у вас прививалось, вот вашими родителями, да, что все, что вы делаете, нужно делать качественно. Ты должен быть самым лучшим, да, ты должен побеждать, ты должен хорошо учиться, да, вот как обычно мамы говорят в детстве. То есть вы такой выросли, ну, правдолюб, да, вот, даже, кстати, упертость. Есть однозначно упертость, как раз оно все вместе и связано, вот, целеустремленность, упертость, да, вот пока своего не достигну, я не успокоюсь. Даже может быть, что вы женщину, вот понравилась женщина, да, вот как раньше это было. Пока вы ее не добьетесь, не завоюете, вы не успокоитесь. Напишите, у кого резонирует. Так, я вам скажу еще, ребят, среди вас есть такие товарищи, которые периодически раньше либо сейчас заглядывали в рюмочку чая. Баловались вы этим? Почему вы этим баловались? От одиночества, потому что было плохо. Это такое, знаете, успокоительное. Это не потому, что это ваша такая вредная привычка, и все, и вы решили опуститься уже ниже плинтуса. Нет. Однозначно. Потому что у вас либо же был такой период, либо у кого-то сейчас проходит период одиночества. Связан, конечно же, с женщиной. Вот даже на дне колоды у нас, да, вот ситуация, когда оградились от всех. Ничего не хочу, никого не хочу. Вот периодически могу позаглядывать в рюмочку чая, и то это как успокоительное. Но, в принципе, вы же понимаете, что эта проблема не решает, да? Это на какой-то период, ну да, ну можно уснуть, да? Ну и что, проблема-то осталась, переживания остались, на утро все то же самое. Поэтому вы этим не злоупотребляли, в общем-то. Я не скажу, что у вас есть такие большие наклонности, но баловались. Напишите, кстати, кто баловался, ребят. Я вам скажу, что вы глубоко травмированный человек, однозначно. У кого-то были, кстати, и физические травмы. Возможно, это были даже ножевые какие-то ранения. Могли быть
переломы, какие-то авария может быть. Ну, такие серьезные травмы, которые длительно вы лечили. Однозначно здесь, да. Однозначно здесь была проблема, связана с женщиной, без которой вы не мыслили своей жизни. Потому вы так болезненно это все и переживали. Потому что когда вот вы разошлись, да, вы просто, ну реально, вот были в таком состоянии, как будто земля ушла из-под ног. Потому вам было так больно, как будто, ну реально 10 мечей вам вонзили в спину, да, грубо говоря. Как будто вот частичку вас забрали. Печально, конечно. Развод всегда тяжело, больно. Просто одни могут быть более сильные духом, кто-то более слабый. Конечно же, кто будет слабее, то переживает очень и очень болезненно. Особенно если ты теряешь любимого человека, то это вообще, конечно, трэш. И снова у нас выпадает одиночество. Это говорит о том, что даже среди вас сейчас есть люди, которые себя чувствуют довольно одинокими. Опять же, это может проиграться и одиночество вдвоем, да, потому что я знаю, что меня смотрят и холостяки, и те, кто живут, да, ну, там, в отношениях, либо в семье. Но вы чувствуете себя одиноко. И независимо от того, живете вы, не живете, да, ну, вроде бы женщина и есть, да, хорошо. Вот кто из вас вроде бы живет с семьей. А толку, да, ребят? Когда ты понимаешь, что одиночество вдвоем это вообще это хуже некуда. Это как с соседкой жить, да? Это как там, я не знаю, тетя с улицы пришла и живет с тобой. Ну, приблизительно так. Ну, однозначно. Вам хочется любви, а у вас ее нет. И причем это состояние и у вас, холостяков, и у тех, кто живет с женщиной. Напишите, ребят, есть у вас сейчас одиночество такое, вот состояние одиночества. Напишите все, ребят, давайте, как всегда, вот люблю я опросы периодически делать. Поэтому вот как-то печалька, да, не пускаете, вот вы, сколько раскладов мы смотрим давненько уже, да, вот как-то, ну, не пускаете вы особо женщин в свою душу, потому что ваша душа изранена, глубоко изранена другой женщиной. У кого-то это даже неоднократно повторялось, да, я помню, кто-то даже и писал вот из вас, что и 2, и 3 раза, да, женщины предавали. И каждый раз это все больнее и больнее, потому что, ну, представьте, у вас есть рана, а на эту рану еще соли насыпали, а потом еще соли насыпали, да, вы представляете, это, ну, трэш, эту печальность ситуации, у меня просто нет слов. Давайте-ка разбираться теперь, какая же женщина хочет вас увидеть. А вы пока пишите, ребят, есть ли у вас состояние одиночества? Так, ну смотрите, с этой женщиной однозначно вы были в отношениях. Вот какой поворот. Я почему-то думала, что это там, ну, какая-то знакомая. Смотрите, эта женщина злая, агрессивная, мечевая такая. Это женщина, с которой у кого-то проиграется брак был, либо гражданский брак, ну, могут быть серьезные отношения. Ну, то есть вы с ней были длительный период. Вы ее считали судьбоносной. Эту женщину вы, возможно, когда впустили в свою жизнь, вы думали, что все, вот она моя такая любимая, единственная, и будем жить с ней долго и счастливо, и умрем в один день, да, вот как в сказках. Это женщина, на которую вы до сих пор держите и обиду, и злость, и причем у вас это взаимно. Очень такая, знаете, неприятная дамочка. Она может быть энергетически, ну, неприятная, у нее тяжелая энергетика может быть. Она может быть даже, ну, как бы энергетическим вампиром. Лживая, лицемерная. Ходит, знаете, как будто вот, ну, реально, как будто в маске, да. С одними людьми она такая вся милая, хорошая. С другими она меняет свою маску, она становится другой. Так же было и с вами. Однозначно, вы многие вспомните ситуации, когда, допустим, ей что-то нужно было от вас, да, она становилась такая белая, пушистая, вся такая хорошая, любящая, нежная, ласковая, да. Когда своего получала, допустим, подарки, деньги, там все, что она хотела, она становилась грубой, злой, хладнокровной, да.
Ну вот напишите, ребят, вот пишите все. Вот мне всегда интересно, вот что вам в процессе расклада резонирует. Вы можете мне все это писать, всегда с удовольствием читаю. Вы пытались вот с этой женщиной как-то стабилизировать ситуацию, вы пытались закрывать глаза на все ее выходки, на ее какие-то конфликты. Здесь может проиграться довольно такой, ну, конфликтный, скандальный, взрывной такой характер. Но вам это было тяжело урегулировать это все, потому что очень непростая дама, ну, ужасно. С ней даже, знаете, с ней тяжело вообще общаться. У меня такое ощущение, что вот она заходит, и как будто заходит скандал в дом, да? Здесь может даже проигрываться, что у нее особо нет как-то друзей, приятелей. Вот не умеет она дружить. Она слишком сильно любит себя. Давайте смотреть, почему же она хочет вас увидеть, что же происходит. Ой, да неужели? Ой, да что ж такое, проблемы накрыли. Бедная, несчастная. Смотрите, у нее начались проблемы и с деньгами, и в личной жизни. В общем, у нее бумеранг начал работать. Она начала получать свою обраточку. Причем она уже и так давненько получает, но как-то вот не решалась она на встречу с вами. Причем я вам скажу, пока вот она думает о встрече, ну, именно так, на уровне фантазии, мысли, вот как-то так. Она не готова. Она вас даже побаивается в каком-то смысле. А знаете, почему она хочет объявиться? Она хочет снова поиграть с вами в любовь, ребят. Обнуление любви. Ну, по типу, давай попробуем вернуть хоть что-нибудь, да, как в песне. Не ведитесь на это. Это будет чистой воды вранье. Этот человек вообще несерьезный по жизни. Знаете, у меня почему-то складывается впечатление, что она особо не умеет любить. Ну, себя, конечно, любимую она любит, это даже не обсуждается. Она может к вам подлезть, ребят. Ну, просто будьте бдительны. Может попытаться помириться, потому что, во-первых, она себя чувствует ненужной. Я не вижу у нее любви, я не вижу у нее серьезных отношений. Ну, попрыгала она какой-то период по жезлам, ну и увидела, что толку нет. Денежек тоже нет. Вот как-то, когда вы были с ней, она жила круче. Вы ее баловали, да, вы старались, все делали, зарабатывали для нее, вы в нее вкладывали душу, средства, время, все. Сейчас у нее проблемы финансовые, у кого-то может проиграться даже, либо же, ну, у нее сокращение, да, по работе, у кого-то, может быть, зарплату урезали, но у нее острая нехватка денег сейчас. Вот нехватка. Однозначно здесь нехватка, а ей очень хочется вернуть прежний свой достаток, какой был с вами. Знаете, человек, который довольно подло поступил с вами, но вот как-то не заслуживает даже сострадания, вот честно. Вот пытаюсь как-то подобрать какие-то слова, чтобы хоть немножечко ее оправдать, а у меня не получается. Потому что, во-первых, человек, ну, сам по себе, ну, гнилой человек, простите за мой французский, ну, гнилой человек. Я не люблю таких женщин, двуличных, лицемерных, которые используют мужчин. О чем я сейчас вот хочу вас предупредить. Особенно тех, кто, ну, не могут ее отпустить. Я знаю, что есть такие среди вас. Не ведитесь на ее какие-то красивые рассказы, на то, что она там типа поняла, что кроме тебя мне никто не нужен и все такое. Сказка про белого бычка называется. Это просто сказка. Поэтому, ну, не поведитесь, ребят, миллион раз уже говорю вам, потому что будет плохо. Смотрите, рассказываю, что хорошо, давайте так, что будет, если вы поведетесь на это? Вот сейчас, для тех, кто... Она будет манипулировать с вами, как и прежде. Она начнет, кстати, заглядывать в рюмочку чая. Она начнет снова вести разгульную жизнь. Ну, то есть она воспрянет. Все вернется на круги своя. Понимаете? Вот луна.
Луна у нас снова выпадает. А Луна это, ну, такая скрытная, лживая карта у нас, понимаете? Поэтому не ведитесь, ребят. Ни в коем случае. Вот какие бы красивые речи она ни говорила, что бы она ни обещала, как бы она там слезы не пускала, на колени не падала, не ведитесь. Она вас хочет увидеть просто для того, чтобы в очередной раз вас использовать, сманипулировать, да? Снова попытаться как-то вас выдаить, сдаить, да? Даже если она и предложит жить вместе, быть вместе, только для того, чтобы улучшить свое благосостояние. Я надеюсь, меня все услышали, ребят. Она хочет увидеть вас не для того, что, ну там, люблю, не могу, да? А именно, чтобы вас использовать в очередной раз. Всегда говорю, ребят, вот кто меня смотрит, никогда не ведитесь на такие речи. Доверяй, но проверяй. Всегда. И в первую очередь любите себя. Вот я сейчас обращаюсь ко всем, потому что знаю, что меня женщины смотрят. Да, у женщин тоже бывают похожие ситуации с мужчинами. Просто вы под себя переворачиваете информацию. Вот в первую очередь любим все себя. А уже потом детей, мужей, жен там и так далее. Пока вы не научитесь себя любить, вами будут все манипулировать и использовать, ребят. Пока вы это не уясните. Я понимаю, что это сложно, что себя очень тяжело поменять, нужна очень сильная мотивация. Но вы же у меня взрослые сильные мальчики, правда, с богатым опытом. Ну, правда, конечно, с израненной душой, к сожалению. Но, тем не менее, учиться никогда не поздно, ребят. В общем, я вас предупредила, да, предупрежден, значит вооружен. Не ведитесь, бывшая хочет увидеть вас, просто чтобы использовать в очередной раз. Вот такой сегодня у нас был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!